Ну что же, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, Польза Лайв, скорее всего, и сейчас я вам буду показывать сутки в Армении, в Ереване. Насколько хорошо может Нафинфон снимать, вот сейчас он тормозит, ну и ладно, это его проблема, он сейчас, может быть, подумает, перестанет тормозить, но так у вас тоже может быть, если вы только врубите телефон. Обновления все уже стоят, кстати. Давайте иксы, X2, может быть, кстати, вы не видите тормоза X8. Я, если честно, не понимаю, почему он тупит, потому что это уже фронталка его. Потому что я его включил минуты 4 назад. То есть я его заряжал, выключил, сейчас включил. Так что не выключайте, если хотите быстро снимать, иначе он будет долго думать. Все, он вроде бы, да, вот так вроде лучше начал работать. Но снова 4 минуты понадобилось ждать. Потом еще подснять что-то, и все равно что-то подтормаживает, кстати. X2. X1. В 1080p 60 fps тоже поснимаю, скажу, когда будет 1080p 60 fps. Так, вот так по древней лестнице. Помните эти сейфы, у кого были на работе или на службе? И вот такой романтичный лифт. Главное в нем не остаться. Вот так работает фронталка в лифте. Кстати, неплохо. И 4К 30 fps. Выход. Вот прям как в Волгограде, не знаю, в Краснодаре, везде, вот как везде. Ощущение, что ты в России. На 100%. Еще и по-русски все говорят. Между собой, правда, иногда не по-русски, но так, кому я не обращался, все знают русский. X2. Не, ладно, не как в России, я такое во дворах давно не видел. Прикольно. Просто супер все колоритно. Посмотрите еще на Xiaomi 15 Ultra, я снимал, когда было примерно то же самое по всему. То есть такое же серое небо, может чуть-чуть ярче, но плюс-минус те же локации, здесь их не так много. X2. После Азии кажется, что здесь все нереально колоритно, просто нереально. Хотя это и есть Азия, но это не та Азия, в которой... это Средняя Азия. X8. Постройки все эти. Разные машины. Но единственное, народ примерно одинаково вес одет. Очуметь, здесь есть метро, прикиньте. Я даже не знал. Но здесь нету Никло. Есть метро, но нету Никло. И вот так это все будет выглядеть внутри. Или подождите, это просто написано метро. Нет, реально метро. Смотрите, X2. Вау. И X1, X2, вот такой арт на разрушенном здании. Рано или поздно здесь появятся финансы и начнут строить вот такие штуки, которые там одну строят везде. А так получается у тебя с жилья там ультра-гипер крутого класса вот такие виды. Дождливый поход, фронталка. Ну, крутые такой. Правда, пустые. Не сезон. 4К 30 fps. Съемка с одной руки. Вот так вот выглядит одна из основных площадей Еревана. Это, кстати, музей Армении. И еще один прекрасный перекресток. Так тут все по-разному застроено. Ресторан «Кавказская пленница». Красоты местные. ОСЛ. 153 квадрата в центре. Кому нужна топовая квартирка? Ну, рядом с дорогой. Ну, дорога, кстати, не оживленная. Это не реклама, если что. Такое место специфичное, чтобы жить. Там тоже, видите, квартир много. К слову, фотографии всего этого дела можете в моей личной телеге посмотреть. Может, кому-то зайдет. Но тоже здесь нужно каждый объект отдельно фотографировать. Допустим, старое здание, новое здание, панелька. Непонятно, какое здание. Вообще дома частные, прямо в центре города. С достройками какими-то. И здесь получается рядом новое здание.
хаос. Хаос на крыльях ночи. Черный плащ, да? Ну, прикольно. Газовая труба, наверное, она газовая. Может, это вода. Прям здесь проходит над головой. Это похоже на Таиланд. Но, кстати, в Таиланде уже начали закапывать даже в Паттайе все под землю, все кабельное хозяйство. Плюсом в карму за это. Так, а это получается либо школа, либо садик. Ну, садик как-то жестко. Причем какое-то здание муниципальное. Те дворы вот с такими внутренними рисунками. Все просто. Очень хорошо смотрятся. Посмотрите снаружи, как, допустим, в Сербии здесь нет никаких там наскальных штуковин. Да вот просто четко. Даже вот эти здания в Сербии также. Это связи, по-моему. Коммуникации здания. Ctrl-C, Ctrl-V. Все при советах плюс-минус одинаково строилось. Да, и здесь прям каскад архитектурного изыска и поиска, назовем это так. Так, а здесь что у нас? Здесь что-то тоже есть, кроме Юнибанка. X2. Еще один суперколоритный двор. И еще, по идее, я должен прийти куда-то каким-то супер старым зданием. Район Кант. Огонь. Всякие улочки. Кстати, сейчас смотрю в записи, очень даже неплохо. Смотрите, видите, здесь снаружи кто-то сидит завтракать. Я понял, на что похоже это. Если вы прилетаете или в Баку, вот там есть подобные старые районы, либо в Турции, даже в Анталии есть много подобного. Но обычно там, правда, бешеное количество баров и кафешек. Или в любом городе Таиланда тоже самостроя хватает. В принципе. Горы, точнее холмы. X2. Классно ходить так по городу и видеть с одной стороны что-то старинное. О, котов. X2. Такой весь серьезно, не нравится ему, что я его снимаю. Но у него есть план. Вообще, если честно, всегда завидовал людям, у которых есть возможность в городе жить в такого рода строениях. Понятно, что здесь часть, конечно, новых, но ты технически живешь в цивилизации, у тебя своя площадь, никаких рядом нет автострад крупных, и ну, виды здесь прям топовые, особенно у тех, у кого, не знаю, там 3 этажа. Вот так выглядит старый район. Что-то здесь осталось, я постараюсь это подснять, но большее количество зданий, конечно, уже выкуплено и благополучным образом заменено на более современное. Снесено, заменено. Снесли, новое построили. Как-то не реставрация, реставрация города. Скорее, реновация. Во. Реновация. Ну, вот это здание не реновировали пока. Но я думаю, что у него перспектива впереди. Перспектива, как сказал Шарик в анекдоте. Опа, опасненько, еще и без ламп. Но я обязан чуть-чуть подснять на ультраширик, чтобы вы ощутили всю глубину глубин, потому что виды здесь очень клевые, конечно. Так, а тут можно пройти? Если тут можно пройти, это прям пушка-бомба-гонка. Да, по сути, оставили. Вот она. Вот для чего нужен ультраширик. Чтобы можно было ходить вот по таким улочкам. И удивляться, как тут все интересно. Колонка здесь с водой. Вау. И дальше можно направо.
Так, все, ультраширику хватит. И чтобы вы поняли, вот это 1080p 60 fps. Да, это уже в 4К снимал. Разницу вот я лично вижу. Такое ощущение, что в какую-нибудь там воинскую часть, которая развалена, до этого была какие-нибудь курятники, собранные из чего-нибудь хотя бы. Но, к сожалению, нет. Чуть-чуть по-другому. Но колорит прям топ. Еще людей нет. Очень странно. Очень-очень странно. Сезон дождей. Муссона. Да? Местные. Вообще на все, говорю, я много городов могу вспомнить, в которых частный сектор будет выглядеть плюс-минус так же в моей памяти. Но опять же, моя память все-таки уже 40-летнего чувака, поэтому часть из этих городов, которые я помню, тот же Краснодар, допустим, он уже перестроен конкретно. Даже так же, как в принципе это место. Видно, что большинство зданий уже все-таки преобразилось конкретным образом. Маленькие магазинчики, Волги. Эпичненько все. 4К 30 FPS. Конечно, сенсор отказывается работать адекватно в дождь. Разблокировки. Надо по лицу разблокировать было. А я по пальцу. И вот так можно здесь проживать. Вот здесь, допустим, кто-то там. И все. Или как... О, еще вспомнил, как в Маниле. Там вообще просто лютейшая жесть. И рядом небоскребы. Здесь не так все печально. Я бы даже сказал, не печально, это просто место такое. Но для того, чтобы вы понимали, что и здесь можно жить, и это местная достопримечательность, я как раз и снимаю. Согласитесь, колоритно все-таки так. Идем с вами до местности Граффити-Кондо. И да, меня все время умиляют, вот я куда не летаю, как снимают блогеры вкусно о том, куда вы куда-то приедете. Вообще ничего не вкусно в плане, тебе нужно постоянно куда-то ползти пешком, что-то где-то искать, чтобы это было интересно. И, конечно, в цифровом мире, когда у тебя игрушки, фильмы, бешеное количество сериалов, мало тебя в реальности может что-то удивить. И даже, чтобы это тебя как-то удивило, ты что-то посмотрел и порадовало, тебе нужно пешкадралом куда-то долго и упорно идти. Притом этого там может не быть, это тебя может еще и разочаровать. И ты еще пока туда пройдешь... Ой, X2, смотрим, колорит. Все, можешь проклясть. В общем, проклятиями раскидаться. Но в целом без этого было бы скучно. Во всяком случае, в моей жизни, я думаю, в вашей тоже. Я помню, как я по Волгограду часами просто пилил. Вдоль завода заброшенного. Кто должен, тот поймет. Или, не знаю, на пойме. Еще много где. Ну, тут и правда прям очень много граффити. Очень. Везде. Не зря район Граффити-Кондо. Вспоминается почему-то мультик. Но все мелочи жизни. Красота какая. Закат. Вот там закат. Да, конечно, надо фокус помочь сделать. Вот как это выглядит. Чуть-чуть, почти так. 4К 30 FPS. И еще вспомнил я Вьетнам. Первую поездку свою в Ханой. Там тоже на экскурсиях везде вверх-вниз просто. Горы. В общем, при любом раскладе, если вы едете в горы, будьте морально готовы, что нужно будет по ним бегать, ходить. И на это будет нужно очень много физических сил. В принципе, как и моральных, наверное. Потому что колорит и специфика везде разные. Всегда хочется просто остановиться вот в каком-то таком рестике и кушать там, и все. Вкусно. Вкусно очень здесь готовят. И все. Но нельзя. Иначе зачем вы приехали, правильно? Надо насладиться все глубиной глубин. Прикольная штука такая, да.
с сырами внутри. Магазинчик. Вот чего я здесь и правда мало вижу, это Tesla. То есть не особо распространены. Наверное, здесь больше намного BMW всяких, Мерседесов. Даже, ну, ламп нет. Вы видите автопарк, в принципе, плюс-минус. Nissan, Hyundai, Opel старенький. Интересно, я попадал под в Даргавсе под вот подобный камнепад. Здесь часто штуки вот эти вот падают или нет? Здесь же еще землетрясения бывают, к слову. Очень здесь много подобных эпичных штук. И это классно. Очень прикольно выглядящая галерея. Я сначала думал, что это метро, кстати. И еще одна классная улочка. Так, ну чтобы скучно не было, еще один рестик, как вчера, прямо на площади рядом. В ресторане подъемник для того, чтобы можно было повесить наверху. Делите ценники на 4, но это а-ля неплохой ресторан. Не знаю, что происходит с фокусом в этом освещении. Ну вот так, делите на 4. Все, конечно, очень круто. Там готовят. Здесь карму за открытую кухню. И чай. И кофе, в который я уже попал рукой, к сожалению. Еще немного еды. Видите, без достаточного освещения и фокус дышит. Талма или Далма. X2. Ну, по цветам все даже близко не так. Особенно видно это по помидору. Он пытается, ладно. И хинкали. Счет. 4К 30 FPS. Уже прям ночь. Практически полностью ушло солнце. А вот там какой-то сабантуй, наверное, если столько полиции. И фронталка 1080-1060 FPS, ночь. Роллинг шаттер. Там идея для рестика просто топ, смотрите. Диоды, шары. Интересно, как туда только еду доставляют. Наверное, через через двери. Но идея топ. Прям топ. И вот таких скульптур на улицах очень много. Единственное, при ночном освещении или вот таком рассеянном свете, как обычно в дожди или пасмурную погоду, особо не пофоткаешься. Очень сильно портит все вот эти вот самокаты. Но что делать? Что, как говорится, делать? Хотя здесь минимальное количество людей на них катают. За это им огромный плюс. Первая мысль сказать вам, что здесь есть Levi's и New Balance, но вообще нет. Наверное, основное это вот, смотрите, там, скорее всего, а-ля выборы, наверное, но не факт. И вот там парковка и торговые центры вниз, под землей. Так, ну что, очуменный солнечный день. Сейчас я пойду поснимаю вам, наверное, чуть-чуть ТЦ и, разумеется, поснимаю великий и ужасный музей. Ладно, не великий и ужасный, просто музей. Вообще немного страшно здесь стоять на таких вот непонятно какого года и из чего сделанных балкончиках. В лоджии чувствуешь себя безопасней. И вот так. Давайте какой максимальный зум. X8 вы можете снимать на этот смарт. Разумеется, можно ультраширик еще потестировать чуть-чуть, слегка. И немного фронталочки. Правильно? Местный колорит центра X2. Вот Xiaomi 15 Ultra вспоминаю. Вот в таких условиях надо снимать. Да, когда весна. Красота. И да, это был 1080p 30 fps ультраширик. Сейчас до этого была основа. Еще один день. X2. 4К 30 fps, как по-другому съемка ощущается, да, когда много солнца. Вообще по-другому.
И вот они, супер виды. Вчера ночью снимал вот эти капсулы, кстати. Я думаю, вы видели. X8 на случай дождя. X1 сразу при входе в Национальная галерея Армении. Красота. Так, это, кстати, бесплатный кусок экспозиции. Кому надо, можете ставить на паузу. Я все время Вьетнам вспоминаю. Вот сразу видно по разнице в отношении к музеям. Постсоветское пространство прям вау. И начало. Билетная система, сканер, который не работает, и лифт. Вот так. Но вообще все модно, только непонятно как. Вот он, Национальный музей. Кто бы им рассказал, да, что их камни будут потом люди через несколько тысяч лет рассматривать. О, обувь. Кому интересны такие штуки, кстати? Мне интересно. Но... много всякой интересной археологической штуковины. Вообще так интересно, население мира уже давным-давно мог бы это дело благополучным образом оцифровать, но я вам скажу, что даже вот в Турции, в Стамбуле, я был в музеях, здесь очень достойно. Прям очень. Но на языке получается только на армянском и на английском. Хотя говорят здесь все и на русском тоже. Выглядит все очень круто. Монетки. Кто любит монетки? Нумизматы. Здесь просто бешеное количество монет. Эпичненько. И еще. Вот это ванна, по сути. Храм Гарни. Сейчас мы постепенно, да, к крестьянам придем. Медленно и верно. Прям круто. Модель церкви. Крест.
Штучки повеселее, по цветасти пошли. Уже 10 век. Вот где берет вдохновение IKEA. В таких музеях. С 3-го этажа лабиринт продолжается. Уже после 10 века поинтереснее пошло все. Посерьезнее. Мы приходим на 2-й этаж. После 3-го. Очень интересно все сделано. Но без указателей. И уже пошли фотографии. Вау. Здесь прям уже 14 век начала. Насмотришься на такие штуки и сразу захочешь себе золотишко купить, да? Еще монеток. 16 век. Очень круто все. Модель монастыря. Кстати, вид. Вау. А вот если с фронталки снимать, вида не видно. Только если без меня. Вот. Хочу отметить, что, кстати, почти никто не снимает ничего. Плюс всем в карму. Так, это уже 19 век. Кораблик. И все. 15-18 век. И еще. Вау. Кто себе хочет такое же. Кресты. Вот они, счастливые дети, которые идут за место школы в музей. И окончание выставки здесь. Это уже 20 век. Эти какие-то несколько столетий слегка потеряно местами. Ну, скорее всего, разнесено по многим музеям. Я вспоминаю в Баку. Вот там был, по-моему, 4-этажный или 3-этажное здание, только с коврами. Выставка. Там, кстати, можно было их покупать тоже. И здесь можно. Вот, пожалуйста. Мало ковров не бывает. Может быть, у вашей бабушки висит как раз реликвия на стене, а вы не знаете. Мы сейчас, кстати, идем в граффити Кондо. Это здесь должно быть много граффити. По идее. Но по сути мы здесь уже ходили. Есть такое ощущение, что мы здесь уже проходили. Но не факт. Вот граффити, картины. Да, по сути это магазин с картинами. Интересно, сколько людей это делало. И получается, если на Google картах это отмечено, то, наверное, это все дело как минимум узаконено. Как максимум даже имеет какой-нибудь официальный статус.
там кафе. Вау. Скорее всего. Вот так. Вовремя в 6 часов. О! Газ. Даже здесь есть газ. А у вас есть газ? Даже в Ереване, в местах, где не факт, что живет много людей, есть газ. Это круто. Питьевые фонтанчики. Так, ну что, едем к матери Армении. Потихонечку. Вот он парк, вот он вход. Эпичный вход. Просто эпичный. Но не особо эпичные указатели. Очень все походит на Сербию X2. И парк пока не цветет, но я думаю, в течение недели, что я здесь буду, зелени прибавится. X2. Давайте помогу. Нет, фокус не хочет ловить на X2. Ну-ка, X1. Когда солнце позади, ничего снимать нормально не будет, как говорится, да? И фронталка в тех же условиях. 4К 30 FPS. Вот такой вот здесь великолепный парк. И так, колесо обозрения 450, ну 500 рублей, если округлить. И ажиотаж здесь нет. Так, мы, как говорится, поднимаемся. Выглядит, кстати, более-менее надежно. Намного надежнее, чем то, что я видел в Дананге, в Вьетнаме. Хотя, опять же, будем честны, что не мне оценивать, насколько что-то надежно. На всех кабинках еще и кондиционеры. Вау. Вид, разумеется, шикарный. X2. Но здесь, будем честны, даже без, опять же, колеса обозрения вид шикарный. Даже в этой дымке легкой. Вид, конечно, очень клевый. Мягко скажем, очень. Здесь никого нет, самое интересное. Не сезон. В сезон, наверное, будет ажиотаж. Так, ну что, 4К 30 FPS. А вот сейчас я делаю максимальный зум X8. Да, так странно. X8, конечно, печально. X2 еще терпим. X1. Сейчас я на ультраширик еще постановлю, чтобы помню, как это все будет выглядеть. Вот если ультраширик, вот так. 1080p 30 FPS. В принципе, для просмотра там на каком-нибудь планшете, телефоне, ноутбуке очень даже достойная штука. Как вам? Так, 4К 30 FPS, верхняя точка. Родина Армения. Уже все пройдено, почти верхняя точка. X1. Вот это лучший вид, самая высокая точка того, что вы сможете здесь поймать. Не страшно, потому что абсолютно великолепно, адекватно все собрано с точки зрения вибраций. Нулевые они. Я вспоминаю очень большое количество подобных же сооружений. Колесо обозрения, допустим, в том же Сингапуре, там колбасило в раза 3 сильнее. Здесь все плавненько. Не знаю, насколько надежно, но я думаю, надежно. Это, во всяком случае, ассоциация, когда ты в подобном катаешь. К слову, максимальный бесполезный зум X30 здесь на фото. Но ввиду отсутствия телевика, как бы это такое себе. X2. Ну и видео X8, которое вам тоже не надо. 4К 30 FPS. Вот так это все будет запущено скоро. Здесь будет много людей. Будет очень красиво. Как только солнце прогреет все, что до этого были дожди. И
Что? Правильно, холодина. Сейчас ее нет, этой холодины. Так, ну и вокруг здесь много всяких штук, муляжи. Что внутри, посмотрим сейчас с вами. 17-летняя девушка была моделью для позирования. Так, здесь некоторые вещи я комментировать не буду. Некоторые вы сами можете на паузу поставить и посмотреть. То есть внутри здесь находится музей. Муляжи. Армянский флаг. Оптика. Берлин, штурм Рейхстага. Мне кажется, у меня просто сегодня мой день, потому что здесь 99 в периоде свадьба. Вот так с VX8 вы не увидите молодоженов, но вы будете знать, что здесь свадьбы проводят между муляжами военной техники. Вот так. Вход в парк не основной, выглядит вот так. И народ здесь, конечно, гоняет прилично. Так, 4К 30 FPS. Это музей города Ереван. И, скорее всего, туда и пойду. Потому что я, как всегда, по ошибке не туда приехал. Шикарный вид. Еще одного перехода. Похожий на советские времена. И здесь тоже, как всегда, есть граффити. Так, все-таки музей будет в следующем обзоре, а здесь будет кафешка. Делим все на 4. Так, вот эта шаверма стоила, получается, 400 рублей. Вот эта шаверма стоила 250. Картошка стоила 120. Картошка фри. Норм. Вот что внутри. Так, ну что, уже все, заканчивается день. Snapdragon Qualcomm 7S Gen 3, здесь процессор. И я бы, по идее, мог бы вам рассказывать про то, что за эти деньги 25 плюс-минус, в зависимости от распродажи, курса доллара, можно купить Realme 14 Pro Plus с телевиком, хочу отметить, оптическим зумом. Можно было купить за 22 Poco X7 Pro. Можно было бы приобрести два Poco M6 Pro за 12 каждый. Можно было бы купить, кстати, iQOO Neo 10. Можно было бы купить Honor 200. Можно было бы купить много чего, но там бы не было глифов. Там бы не было этой операционки. Операционка и правда интересная. И имеет ли право на жизнь Nothing? Имеет, из-за аксессуаров в первую очередь. То есть они умудрились раскидать вокруг себя наушники топовые за копейки, я считаю. И супер копейки, и копейки. Есть у них и крутые, у меня будут открытого типа. У них есть бешеное количество дешевых часов. Ладно, бешеные, всего 2 модели, но все равно CMF-овские. Помимо этого, Nothing какого-то лешего не погибает. И не погибает он не потому, что у него лучшая камера, микрофоны или еще что-то. Из-за дизайна это что-то новое. Они что-то пытаются, и поэтому люди их приобретают. Кто-то как основной телефон, в принципе, повторяюсь, имеет право на жизнь. Кто-то как второй, кто-то как игрушку для ребенка, потому что глифы, пусть даже 3 штуки, это что-то необычное. И в целом, мое дело было сегодня вам показать, как он может снимать. Ваше дело оценить, нужно ли вам это или нет. Брал бы я себе этот смартфон? Нет. Если бы у меня не было серьезного смарта с хорошим процессором,
либо серьезного смарта с хорошим телевиком. Там есть какие-то суперсилы. Кто-то берет бронетелефоны. Nothing берут те, кто про стиль. Это как с пикселями на тензоре. Зачем их берут? Тайна, покрытая мраком. Но факт в том, что люди их покупают, и им это нравится. Прожаривать я его еще буду чуть-чуть позже на канале для стримов. В основном ролике я пока не знаю, с чему буду. Знаю, с Poco X7 буду сравнивать, который, кстати, стоит 17 тысяч рублей, даже дешевле. Но вот сейчас 17. И прикиньте, такая разница в 8 тысяч рублей, это 50%. Потому что OnePlus, ну, а-ля, это уже не на OnePlus, ладно, Nothing красивый. Выживет ли он санкции, допустим, те же из США, потому что Nothing это контора европейская, на них сейчас акцизы, пошлины, точнее, заградительные. Ну, увидим. Наше дело простое: рассказать, показать и оценить. Сколько должен такой смарт стоить? У меня аж голос поменялся. Так как это новинка, наверное, на 128 гигабайт предел по мне 1022, но точно не 25. Это вот прям предел, если бы я себе брал. Но у каждого свои оценки, свои исходники. И вот так вы сможете благополучно снимать на этот смартфон в закат. Он не такой красивый, как на смартфоне, но все равно красивый. Такие всякие здания недостроенные ночью и днем. Всем добра, следующий подобный обзор, если интересно, сделаю, наверное, на Xiaomi 15. На 15 Ultra уже был на канале. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, это позволяет подобному непопулярному контенту существовать.